Что если все, что кажется устойчивым, на самом деле держится только на привычке? На том, что повторялось достаточно долго, чтобы перестать вызывать вопросы. Люди идут по своим маршрутам, и все выглядит так, будто это и есть порядок. Но порядок — это не всегда правда. Иногда это просто форма, в которой удобно не замечать лишнего. Есть моменты, когда что-то начинает сдвигаться. Не резко, не громко, почти незаметно. Как будто мир остается тем же, но ощущается уже иначе. Свет становится чуть холоднее, звуки чуть глубже. Взгляд задерживается дольше, чем обычно, и появляется такое странное чувство. Сначала его игнорируют, потому что проще считать, что ничего нового не происходит. Проще верить, что все под контролем, что все уже определено, что все на своих местах. Но иногда достаточно одной трещины, одного несоответствия, одного момента, когда что-то не совпадает с тем, как должно быть. И в этот момент становится ясна реальность, не фиксированная. Она держится ровно до тех пор, пока в нее не начинают смотреть под другим углом. Есть вещи, которые не видно, пока не перестаешь отвлекаться, чтобы увидеть что-то большее. Есть слои, которые не проявляются, пока не возникает тишина. Не внешняя, внутренняя, та, в которой больше нечем прикрыться. И тогда появляется вопрос, который нельзя игнорировать. Не громкий, не очевидный, но настоящий. Если все это лишь поверхность, то что находится под ней? И еще один. Если страх возникает именно там, где заканчивается привычно, значит ли это, что именно там начинается что-то действительно настоящее? Система предлагает вернуться назад в знакомое, в понятное, в безопасное, но безопасность часто означает отсутствие движения, отсутствие риска, отсутствие выхода. А выход редко выглядит как что-то комфортное, чаще как потеря формы, как исчезновение опоры, как момент, когда больше не за что держаться. И именно там возникает новое пространство. Не сразу, не полностью, но достаточно, чтобы сделать шаг. Не потому что понятно, куда идти, а потому что оставаться уже невозможно. И в какой-то момент становится очевидно, все, что считалось стабильным, было просто соглашением. Все, что казалось реальным, было лишь одним из слоев. Все, что удерживало, не было основой. И тогда перестает быть важно, что именно произойдет дальше, потому что становится ясно, само движение уже ответ. Не всегда нужно знать, что впереди. Иногда достаточно понять, что того, что было, больше нет. И возможно, самое важное никогда не находится в пределах привычного. Начинается это
выживать.